Великие кораблекрушения Великих озер. Великие озера находятся на территории США и Канады. Включает ряд крупных и средних водоемов, соединенных реками и проливами, которые образуют самую большую по площади группу пресноводных озер на Земле. Великие озера – это совокупность 5 пресноводных озер: озеро Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио, расположенных в Северной Америке. С 17 века тысячи кораблей были потоплены, пересекая их. Многие из этих кораблей так и не были найдены, поэтому точное количество кораблекрушений в озерах неизвестно. Музей кораблекрушений Великих озер насчитывает около 6 тысяч кораблей и 30 тысяч погибших людей. В то время как историк и мореплаватель Марк Томпсон подсчитал, что общее количество затонувших кораблей, вероятно, превышает 25 тысяч. В период между 1816 годом, когда было потеряно судно Invincible, и затоплением Эдмунда Фицджеральда в 1975 году, у мыса Уайтфиш-Пойнтелька в этом районе было заявлено затонувших не менее 240 кораблей. 5 озер печально известны внезапными и сильными штормами, а поскольку гидролокатор сонар и радио не были открыты до 19 века, на озерах часто случались морские катастрофы. По сравнению с кораблями, затонувшими в океанах и морях, корабли, затерянные в Великих озерах, находятся в очень хорошем состоянии. Низкая температура воды и пресноводный характер озер являются причиной того, что затонувшие корабли так хорошо сохранились, несмотря на то, что в некоторых случаях они находились под водой на протяжении веков. На дне озера все вместе обломки кораблей составляют коллекцию типов кораблей, которые охватывают 200 лет судоходства по Великим озерам. Отражая переход в архитектуре и конструкции кораблей от деревянных шхун к ранним пароходам с стальным корпусом, а также некоторые типы кораблей, уникальные для Великих озер. Одно из самых больших скоплений кораблекрушений находится недалеко от Тандер-Бей, также известного как аллея кораблекрушений под озером Гурон. Он получил прозвище «Аллея кораблекрушений» по уважительной причине. По оценкам, в нынешних границах района может находиться более 100 затонувших кораблей. Известные затонувшие корабли датируются 1849 годом, а последним кораблем, затонувшим возле Тандер-Бей, был Нордмер в 1966 году. По оценкам экспертов, около 1500 затонувших кораблей находятся в водах озера Мичиган. Чистые весенние воды озера настолько прозрачны, что самолеты, пролетающие над его поверхностью, могут легко обнаружить затонувшие корабли глубоко под поверхностью воды. Хотя большинство судов, потерянных в озере Мичиган, стали жертвами бушующих ветров и течений, которые разбили их в щепки вдоль береговой линии, гораздо больше затонуло в глубоких водах далеко от берега. На сегодняшний день за линией прибоя в озере Мичиган найдено только 300 кораблекрушений, но многие еще ждут своего открытия. По словам Шона Лея, сотрудника по развитию Музея кораблекрушений Великих озер, озеро Верхнее, пожалуй, самое драматичное озеро, хотя под озерами Эри и Гурон находится больше затонувших кораблей. Это самая большая вода из 5 Великих озер, и ее течения с огромной силой несутся с северо-запада на юго-восток озера. Более 200 из 550 известных затонувших кораблей в озере Верхнем расположены на береговой линии мыса Уайтфиш, который стал известен как кладбище Великих озер. Причина, по которой там так много обломков, заключается в том, что здесь нет естественных гаваней, где корабли могли бы спрятаться, когда бушуют сильные штормы. Одним из самых известных затонувших кораблей на озере Верхнее является Гунильда, роскошная паровая яхта, построенная в 1897 году. На момент гибели Гунильда
принадлежала Уильяму Харкнесу, богатому бизнесмену из Нью-Йорка. Путешествуя по различным островам и отмелям озера, Харкнес решил не нанимать местного лоцмана для управления своим кораблем. Не зная точно местности, судно Гунильда село на мель на северной стороне озера, высоко подняв свой нос из воды. Поскольку Харкнес отказался платить за буксировку Гунильды, корабль затонул в середине августа 1911 года. Учитывая чрезвычайную глубину большинства кораблекрушений Верхнего озера, эти места остаются нетронутыми, и Гунильда не является исключением. Интерьер затонувшего корабля до сих пор выглядит так, как будто он был заброшен буквально вчера. Историческое общество кораблекрушений Великих озер обнаружило Атланту на глубине 650 футов ниже Верхнего озера. 172-футовая шхуна-баржа затонула в 1891 году. Ее недавним открытием стал пароход «Кипр», затонувший в 1907 году. Побережье Северной Каролины также имеет разнообразную историю мореплавания. Морские археологи обнаружили в этом районе множество кораблекрушений, в том числе месть королевы Анны, пиратский корабль «Черная борода». Затонувший в 1718 году и USS Моната, самый ранний пароход с железным корпусом, построенный для Союза во время Гражданской войны в США. Последняя крупная судоходная катастрофа на Великих озерах произошла в 1975 году, когда Эдмунд Фицджеральд внезапно исчез с экрана радаров. 729-футовое современное грузовое судно с радаром и современным оборудованием для обеспечения безопасности было потеряно вместе со всем экипажем из 29 человек на озере Верхнем. 10 ноября 1975 года в 17 милях к северо-западу от мыса Уайтфиш, штат Мичиган. Трагедия Фицджеральда – одна из самых больших загадок в истории озер, ведь она произошла совсем недавно, и никто не знает, почему именно корабль погиб. По просьбе членов семьи, выживших в ее команде, 200-фунтовый бронзовый колокол Фицджеральда был обнаружен историческим обществом кораблекрушений Великих озер 4 июля 1995 года. Колокол сейчас выставлен в Музее кораблекрушений Великих озер как памятник погибшей команде. Благодаря современному судоходному оборудованию и процедурам безопасности, мореплавание за последние десятилетия стало намного безопаснее. Это доказывает тот факт, что крупных кораблекрушений на Великих озерах не было со времен трагедии Фицджеральда с 1975 года. Однако вышеупомянутый Шон Лей говорит, что опасность кораблекрушения есть всегда. Опасность есть всегда. А осознание опасности держит вас начеку, чтобы вы были немного осторожнее. Один пожилой джентльмен однажды сказал мне, что постоянная бдительность – это цена, которую вы платите за путешествие по Великим озерам.